Сегодня подготовил растворы для обтирания сыров с мытой корочкой. Подготовил несколько обтирочных материалов. Значит, здесь у нас классический на бурбоне, пиво темное, пиво светлое и на вине. Все это 3% раствор соли, плюс добавлены бревибактерии для сыра. Проведем эксперимент на сырах реблашон, типа реблашон. Посмотрим, какая у них получится корочка и есть ли смысл обмытия всех этих сыров разной обмывочной смесью. Изначально, когда все, так сказать, происходило у монахов, когда у них получился этот сыр, там по легенде он получился, что один монах увидел плесень, помыл его пивом, она опять появилась, он так ее мыл. Сыр начал со временем созревать, вонять, плесень больше не появлялась через определенное время. Он рассказал там одному монаху вышестоящему, тот подумал, рассказал другому монаху вышестоящему, в общем, решили попробовать. Не знаю, кто первый решил это попробовать. Ну, когда попробовали, они поняли, что, как говорится, и вот здесь мазь нам поперла, потому что они стали продавать эти сыры. Сыр действительно оказался вкусный, хоть и вонючий. И я думаю, что, я же говорю, обтирали они его изначально просто пивом, так как монахи варили пиво, делали вино, обмывали просто. Уже потом пошли эксперименты с вином, с пивом. Сейчас у нас идет классическая схема. Это соляной раствор с добавлением бревибактерий, которые, я уверен, раньше просто были природные. Но так как, чтобы мы не заразили наш сыр посторонними бактериями, мы сразу же уже все здесь добавляем, чтобы они дали как можно больший рост. Итак, вот наши 4 сыра, они уже созрели для обтирания, стали слизкими, появился запах пропавших фруктов, уже плесень есть белая, и сейчас мы их начнем обмывать. Вот как раз мы будем обмывать их вот этими вот составами. 4-й состав обмывается уже отдельно. Это просто вода вместе с как назвать, солью, солевой раствор с водой. Значит, каждый сыр будет помещен в вот такой вот контейнер. В контейнере находится бумажное полотенце и небольшой кусочек досточки. Эта досточка сосновая, поэтому будем делать все, как они и должны созревать. Почему именно в такой контейнер, а не здесь? Во-первых, в этом контейнере 4 сыра будут по-разному обмываться, а мы хотим сохранить эксперимент более-менее чистым. Поэтому мы разложим их в отдельный контейнер. И контейнер должен быть повыше, потому что наши сыры тоже должны как бы дышать, а не задыхаться. Сейчас начнем промывание, обтирание. Начнем наше обтирание. Значит, начнем с вина. Обтирается одна сторона и боковинка. Та, которая сторона находится в нижней части, которая будет на деревяшке, не обмывается, а обмываться будет завтра. То есть все процессы мы будем производить именно так же, точно. Сильно большое количество воды, этой жидкости нам не надо, чтобы здесь находилось, но чтобы оно было немножко, ну, чтобы оно было влажное. Так, этот сыр ложим сюда. И так мы будем обмывать каждый из наших сыров
не буду показывать, потому что один и тот же процесс. Скажу только, что после каждого обмывания я буду вымывать руки. Опять же, использовать раствор 70% спирта, чтобы обеззаражить. И буду брать следующий сыр, его класть уже потом в контейнер, чтобы посторонний, так сказать, обмывочный материал не попал на наш другой сыр. У нас прошло 7 дней, неделя, как мы начали наш сыр протирать разными жидкостями. Теперь посмотрим, что у нас здесь есть. Это у нас протирание виски. Так, это был последний. Это у нас протирание пивом Эль. Здесь у нас стаутом протирание. Корочка темнее. И вот здесь у нас в эксперименте, конечно, это у нас протирание вином. Протирание вином, получается вот такая вот корочка. Но мы будем дальше продолжать. У нас еще получается 14 дней до того, как их закрывать в бумагу и ставить на дозревание. Сейчас мы это все протрем. Ну, опять же, протирание происходит, вот, к примеру, это у нас что? Это у нас L. Протирание происходит с каждой стороны. А та сторона, которая у нас находится на дощечке, мы ее не протираем. Все, так мы протерли, дали немножко подышать нашему сыру, там минут 15. И опять его ставим в контейнера и в холодильник. Так. Ну, дальше эксперимент у нас продолжается. И будем уже смотреть, что у нас получится дальше. И так у нас есть 4 разных сыра, вернее есть 5-й, который мы обмывали корочку разными составами. И теперь мы посмотрим. Значит, вот я достал сыр. Это обмывалась просто вода, 5% раствор соли с бревибактериями. То есть вот такой вот он получился. Ну, давайте посмотрим дальше. Значит, это у нас что? Это у нас L. То есть от элевый у нас получился вот такого цвета. Запах землянично-грибной с отдаванием ели. То есть потому что держалось все на еловых досточках. Значит, следующее у нас, это у нас стаутом обмывалась. Вот такая у нас получается корочка. Данный запах земли с небольшим грибным запахом. И я скажу, что есть кофейный запах, потому что все-таки в стауте было кофе. Но оно не очень, не такое явное. Больше это запах земли, потом идет грибной запах, а потом идет уже еле-еле заметный запах этого, как его звать, кофе. Значит, следующий у нас это виски. Ну, не виски, вернее, бурбон. То есть бурбон получился у нас такого цвета.
Запах, ну, присутствует еловая, потому что доска. И, знаете, еле-еле какой-то заметный запах мокрицы. Но тут еще проблема, я чуть-чуть приболел, и запахи чуть-чуть у меня подпарчиваются. Так, и вот у нас еще один экземпляр, который мы обмывали вином. Честно скажу, я даже не знаю, какое это вино. Хорошее, нехорошее. Ну, вот было вино, я им и обмываю. Имеем запах земли с грибами. И как-то никакого такого уж сильного запаха, чтобы можно было сказать, что это обмывалось вином. Ну, если не говорить по виду. Сейчас я это все запакую в бумагу и положу в коробочки и отправлю на созревание еще недели на 2 минимум. И потом можно будет более-менее сравнить уже вкус именно корочки.